Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардиюа. Сегодня у нас будет необычный ролик по нескольким причинам. Первая причина звучит следующим образом. На часах 6 часов утра я не сплю и записываю для вас контент, а соответственно контент становится АСМРом, потому что у меня жена спит, и соответственно если я буду слишком громко орать, как вы думаете, кто первый вылетит из хаты? Я или компьютер? Хотя на самом деле, если все совместить, то вылечу я вместе с компьютером. Поэтому, ребят, АСМР-контент наше все на сегодняшний ролик, поэтому он будет необычный. И вторая вещь, почему он будет необычный, это потому что вчерашний стрим, а конкретно один подписчик, подтолкнул меня на одну идею показать вам китайскую сборочку, на которой как-то они там играют, повышают себе рейтинг и тому подобное. В принципе, на лоу-рангах это будет работать, но на хай-рангах это работать вряд ли будет. Поэтому если этот ролик выйдет, то значит я залетел в топ-3. А еще я смотрю, тут у меня гоблины-мехи пришли, поэтому в принципе что? Я, наверное, кстати, даже заблокирую этот пул, чтобы получить халявные роллы и получить более-менее хороший старт. Поэтому да, я буду блокировать. Но перейдем к сути. Подписчик с ником ТОПНЕ натолкнул меня на идею показать вам этот китайский билд, китайскую сборочку, как ее еще называют. Ну, в принципе, китайская игра, соответственно, китайские правила, как и китайская математика в этой игре, как и китайский отчет, судя по всему, потому что таймер в этой игре, ну, не подвластен никаким законам физики, судя по всему, и законам там солнечных часов или хрен его еще как нам назвать. Короче, какие-то индусы делали на коленке код программирования этого таймера. Ну, короче. Кто понял, тот поймет прикол с индусами, поэтому, ребят, если что, это сказано в шутку, и я никого не хочу обидеть этим тем самым, потому что, ну, погуглите немножко за эту тему и увидите некоторые приколы с этим связаны. Поэтому это всего лишь отсылка к общественному приколу, а то мало ли, мало ли. Вот, микрофон я максимально близко к себе подвинул сейчас, чтобы меня было довольно-таки хорошо слышно, и я не орал на всю хату в 6 часов утра. И вот многие уже могут писать мне гневные комментарии о том, что типа, какого хрена ты в 6 утра не спишь? Хрень предметы, конечно. Блин, на самом деле начало более-менее хорошее, но вот эти вот предметы, которые мне сейчас упали, они мне объективно не нужны. Ну ладно, к этому мы вернемся, наверное, чуть позже. Короче, я думаю, что многие уже гневные комментарии мне пишут о том, что какого хрена я не сплю в 6 часов утра. Ну, ребят, во-первых, мне в 8 утра вставать на работу. Во-вторых, я вчера после стрима настолько был уставший, что я постримил со своей женой в танке, и все. И отрубился спать. Поэтому я, в принципе, выспался, полон сил, с чашечкой кофейка, поэтому все прекрасно. Все прекрасно, жизнь удалась, хотя на самом деле после этого ролика я, наверное, все-таки прилягу еще немножечко на полчасика там подремать, поспать, ну, может, усну. Главное не проспать в 8 часов утра. Ну, ладно, это такое. Это такое. Вернемся сейчас к каточке. Я расскажу плюсы и минусы этого билда, и почему я говорю, что это будет работать только на лоу-ранге, а на хай-ранге это работать не будет от слова совсем. Во-первых, для реализации этого билда мне будет необходимо следующее. Это цветки. Неважно будет, ну, вообще важно. Пусть они будут в тройку. И желательно, чтобы они были ранние в тройку. Поэтому Гнездо Мамора мне с этим поможет, ну и в принципе реликвия Жезл Киры мне тоже с этим поможет. Может вы, кстати, этот билд как-то сами усовершенствуете, но вы должны понимать самую главную вещь. То, что вам нужно будет 2 Фуриона в 3 звезды. И желательно 2 Трента в 3 звезды. Почему? Потому что 2 Трента вам дадут отхил, вам они дадут стенку. Но почему я говорю, что это, скорее всего, сработает на лоу-рангах? Тот, кто уже играет на хай-ранге, хотя бы ранг Ферси сыграла каток 10, тот понимает, что здесь на хай-ранге постоянно абузит одну тему. Это Гнездо Маморы, Антимага, Манки Кинга, то есть, ну, все то, что доктор завещал. Хотя на самом деле, вот хочу сказать, в оправдании, если нету никаких там антимагов, нету никаких там Манки Кингов, то, в принципе, этот билд может даже инсектоидов перебить. Вот, ну, без рофлов. Но как я хочу его реализовать? Во-первых, я его буду реализовать так же само через цвет. То есть мне необходимо будет эти 2 цветки, потому что они неплохо так присаживаются на личико своему противнику. А, соответственно, из-за того, что они присаживаются хорошо, ну и как бы и присаживают, и насаживают, короче, они хорошенько присаживаются на лицо противнику. Поэтому мне эти цветки необходимы кровь из носа. Так как это дубликат. А, соответственно, 2 Трента в 3 звезды, 2 Фуриона в 3 звезды, это, в принципе, звучит даже очень круто. И как я хочу поставить, это я хочу еще поставить следующее. Я хочу поставить Жрицу Света в 3 звезды, чтобы она хилила, ну, обалдеть как. На самом деле, я бы даже 2 таких Жрицы поставил, но я сразу говорю, это обоюдоострый меч. Почему?
Потому что если в катке есть Monkey King, то вы должны прекрасно понимать, что ваши пинки, ну, не смогут вынести быстро Monkey King, а если там Monkey King, не дай бог, даже с какими-то бусами, то вы просто генератор его палки будете. Эта палка будет вам такой крапивой, что я даже не знаю, как это, с чем это даже сопоставить, и с чем это сравнить. И, ну, короче, давайте так, вы мне с этим поможете. Вот представьте, что вас, ну, я думаю, в этой катке вы все сами увидите, и, соответственно, я дальше вас спрошу. Но в комментариях все-таки напишите, что вы думаете? Вот с чем можно это сравнить? Вот это вот генератор палки. Вот сейчас куча будет у меня, ну, такая куча мала будет огромная. Будет куча пеньков, палка будет у Monkey King постоянно настаканная, постоянно будет накидываться, и единственные бусы будут спокойно это выхиливать. И даже тренд 3 трента в 3 звезды и жрица света в 3 звезды, даже я думаю 3 штуки таких, они, ну, не смогут отхилить эту палку. Во-первых, у меня будет вечный стан. Во-вторых, естественно, у меня будет вечная генерация его палки. Поэтому, когда он соберется в 3 звезды, то все, это караул Хаваси и молися. Молися всем богам мира, которые ты только знаешь. Хотя, на самом деле, единственное, кому ты сможешь молиться, это даже не так. Единственное, что вас сможет спасти, и то не факт, это крест на шее, либо же икона на стене. И то, я же говорю, не факт. Ой, далеко не факт. На самом деле, я вот сейчас так подумал, что реликвия Жезл Кира мне даже намного больше заходит, чем какая-то либо другая реликвия. Поэтому мне нужно сейчас выйти максимально в 50 монет плюс и находить все-таки Жезл Киры. Ну да. Ну вот, кстати, смотрите, здесь 2 ферзя, и по-любому один из них будет абузить. Один Манки Кинга, второй антимага. Вот 100%. И я... Не, ну зубы давать я не буду, потому что зубы это дорого давать, поэтому, ну, такое. Такое. Ну его в баню, короче, зубы давать. Я думаю, никто не хочет зубы свои отдавать. Лишь на то, чтобы, скажем так, сказать, ну, поставить свои зубы на то, что все и так прекрасно знают, кто кого как абузит. Жалко, я тут проиграл. Жалко, я тут проиграл и даже монетку не смог забузить. На самом деле он какой-то слишком живучий. Хотя стол у него, ну, не сильно, не шибко сильный. Что у него там? Только 2 чернокнижника, 2 тролля и Хускар Кири. Ну ладно. Ладно, мне в принципе что? Мне главное сейчас выйти в 50 монет. Вот что мне самое главное. Ну это такое. Ну, кстати, еще в чем минус этого билда, хотя на самом деле воины, я думаю, вряд ли меня смогут как-то вынести, хотя на самом деле, если там будет Гримтач 3 звезды, будет Doom, то я думаю, воины этот билд просто полюбят на 150%. Ну, естественно, пеньки будут наносить по сколько там урона? По 20 урона против воина, который воин убьет, скажем так, своим отражением. Ну, как-то такое. Как-то такое. Ну ладно. Ну ладно. Так, ну смотрите, сейчас Тинкер закастует свет Ничего себе. Ого. А это какой-то день рождения или как это можно назвать? Почему Тинкер закастовал только что ракетки не в волка все, а вот распределил даже? А ну, кстати, я выиграю здесь раунд или проиграю? Ничего себе, выиграл. Я удивлен. Я удивлен, потому что обычно у меня Тинкер как-то, ну, не спасает ситуацию, наоборот, ее усугубляет. О! Так. Почему я сейчас так окаю? Я думаю, вы прекрасно видите сами. Во-первых, это из-за того, что мне пришло в одном роле Фурион, Тренд и Цветка. В одном роле. Когда такое было? Чтобы мне за один ролл пришло все то, что мне надо. Все то, что мне необходимо. Так, ребят, держим сейчас кулачки за меня. Мне необходима реликвия Жезл Киры. Вот прям необходимо на 150%. Хотя на самом деле... Ну да, Жезл Киры это самый оптимальный вариант для меня. Может быть, еще, конечно, сумка Пандамана мне подойдет. Но Жезл Кир мне больше как-то нравится, потому что я уменьшу себе шанс выпадения фигур на 2 уровня, и, соответственно, я смогу максимально быстро себе собрать жрицу, максимально быстро смогу Фреона собрать, и как бы заобузить еще и Энчу. Ну, кстати, жрица пока что приходит, еще и даже 2 этих пришло. 2 банши, еще я протупил. Прям под заказ. Там, кстати, у меня только что кто заметил, я вот листнул быстро, ну, как-то даже не обратил на это особо внимания, но заметил это все равно. Поставите там ролик на паузу и посмотрите внимательно, когда я выбираю реликвию. Там надпись была зеленого цвета. Это означает, что у меня реликвия там зеленого тира. Поэтому, ребят, кто вдруг не знает о таком лайфхаке, обузьте смело.
Смело обусть эту тему, потому что так вы хотя бы, если, допустим, есть в катке всего лишь одна реликвия зеленая, это Мамора, то вы 100% будете уверены, что в рандомном сундуке будет висеть только одна реликвия. Нужная вам, естественно. Это гнездо Маморы, обусящее гнездо Маморы. И, кстати, кто там говорил о том, что гнездо Маморы это хрень полнейшая, которая стала, ну, неюзабельной и неиграбельной, то вы глубоко ошибаетесь. Возможно, для некоторых людей шанс порезали, для некоторых людей. Но в мире есть особенные люди, поэтому некоторым все-таки приходят на 18-м, на 19-м раунде фигуры в 3 звезды. И как вы, я думаю, понимаете, это трехзвездочные фигуры явно не всякие там вайперы и мартретки, а довольно-таки серьезные персонажи. Это Манки Кинг, Антимаг, Орк-жрец. Вот такие вот персонажи приходят в тройку. Поэтому, ребят, ну, я надеюсь, конечно, в этой катке я этого ощущать не буду. По крайней мере, мне это хочется. Хотя я смутно в это верю. Смутно в это верю по той лишь причине, что в каждой игре абузят дебильного Манки Кинга и Антимага. Антимага абузит из-за того, что у него на его способность нету отката, и, соответственно, он выжигает персонажей, у которых есть мана. То есть, ну, тут как бы гадалки не ходи, плюс на плюс, и как бы все понятно становится, да? Почему именно так абузит? Так, абузим Минчу по максимуму, мне нужно с нее максимально денег вырвать. Просто я как налоговая прихожу и трясу с нее денег. Мне необходимы ее деньги. Вот резачка, кстати, апнем. И, кстати, знаете что? Знаете что? А я жрицу продал в каком-то раунде? Прикиньте. У меня же была жрица, я ее... Чего? Так. Ну-ка напишите мне в комментариях. Это либо я уже умом тронулся, либо же я в действительности продал жрицу на каком-то раунде и сам этого не заметил. Почему я сейчас обратил на это внимание? Потому что у меня на 10-м раунде была жрица. Неужели я настолько в рассказ нырнул, что как-то на подсознательном уровне взял, продал эту жрицу? Охренеть не стать. Ну, идиот. Вот реально идиот. Ну, хотя бы гоблина по бузю. Так вот, Облина взял. Облина. Облина. Вот так вот Облина берем. Так. Если быть откровенным, мне ЦМ-ка тоже нужна. Кто может спросить... О, хорошо, что я посмотрел на него. Я думал, что я предметы перекинул до этого. Короче, я как-то, знаете, что-то, я так понял, утром лучше не снимать. То что-то как-то у меня слишком какой-то рассеянный склероз или что. Рассеянная концентрация по максимуму. Снимать в 6 утра. Ну, что-то, короче, нездоровое. Почему я так говорю? Потому что я даже гоблина не прокликал. Я подумал, что я ему... что я уже предметы этому гоблину передал. А оказывается, эти предметы были в том гоблине. Чего? А, ну тут я откис, походу, да? Ну, естественно. Кто бы сомневался. Чисто... Вот это да! Май! Отлично! Шикарно! Замечательно! Моя любимая инвестиция. Боже, как я обожаю этого персонажа. Это самый лучший персонаж, который приносит бабки. Просто приносит бабки. Плюс одну монетку. Если она кушать не просит, как мне писали короче, под каким-то роликом мне писали комментарий. Стоит ли оно того, чтобы покупать инчу ради одной монетки? Ребят, стоит однозначно, если у вас есть место на столе и вам позволяет, соответственно, игра. Если позволяет вам игра и у вас есть место, обязательно мы эту тему обузим. Одна монетка лишней не будет. С миру до по нитке соберем. Знаете такую фразу? Вот я знаю, поэтому и вы знаете. Я, кстати, протупил только что. Боже, что-то, короче... Что-то, короче, утром мне уже не нравится снимать. Знаете, почему мне не нравится утром снимать? Ну, я уже говорил об этом, но все равно повторю. Повторение мать... Учение.
Вот этот Святой Грааль, в принципе, неплохой предмет для меня будет. Так, о чем это я говорил? Блин, прикиньте, из головы вылетело, о чем я говорил. С мира до по нитке. Не, ну я сказал. С мира до по нитке соберем, соответственно, мы соберем кучу денег. Ой, короче, все. Забыл, да проехали. Все. Все. Для меня сейчас самое главное это найти двухцветочек. Денежки, денежки мои, денежки. Денежки мои кровные. Кстати, знаете что? Знаете что? А если сейчас поставить двухцвет, распродать весь стол мехов, что будет? Будет ли это хорошо? На самом деле нет, я пока что не буду распродавать весь свой стол, пока что оставлю как есть. Или попробовать, может. Блин. Немножко не того персонажа я только что скипнул. Возможно, мне стоит взять уровень. И на 7-м уровне ролиться. Возможно, мне стоит сделать так. Кстати, смотрите сейчас, сколько ему минус прилетит. Минус 17. Ну так, чисто покушать ему. Покушать зовет молодому. 2 трента уже есть. Отлично. Мне сейчас... О май. Плюс монеточка. Все, у меня есть 3 фуриона. Почти 4 фуриона у меня есть. Еще фуриончика. Короче. Я опять забыл предметы со жрицы вытянуть, хотя я на нее кликал. Серьезно? Чего? А как ты нашел духа сейчас, 5? Ты адекватный? 17... С какой? 18 раунд ты нашел духа 5? И, кстати, мне здесь в этой катке понадобится шарбезна. На самом деле, в этой катке какие мне предметы необходимы для этого билда? Кираса, плита 3-го тира, бусы, шарбезны и все, наверное, да. Некромикон и рефрешер тоже как бы подойдет, но на самом деле не... Так. Знаете что? Мне теперь нужна ничья. И мне нужен друид. И это, конечно, круто. Но мне нужен друид. Так, отлично. Мне теперь нужна инча. Сейчас, как только приходит инча, я сразу себе делаю 2 фурионов 3 звезды. И надо будет эту инчу оставить, потому что в будущем я ее не наролю. А если я ее не наролю, то у меня будут жесткие проблемы. Просто 3 жриц. Не, у меня теперь возникла еще изощренная идея. Сделать 3 жрицы? Ну, точнее, собрать 2 жрицы в 3 звезды и сделать их через цвет. Вы прикиньте, сколько там будет отхила? Хотя нет, это хрень. Минус 24 в табло, привет. Я думаю... Опа, сюда. Сюда, молодой. Так, ставим 2 этих. 4 друида есть, отлично. Апаем 3-звездочных. Так, и мне нужен уровень, на самом деле. Жрицу я по-любому апну в 3. Но мне по-любому нужен 7 уровень. Почему мне нужен 7 уровень, я думаю, вы все прекрасно догадываетесь. Когда я жрицу апну в 3 звезды, ну, я уже ее вряд ли сейчас соберу. Еще одну 3-звездочную. Если, конечно, будет получаться, я ее соберу. Но если не будет получаться, я ее, естественно, не буду. Вот это вот логика логичная, да? Если будет собираться, то, соответственно, соберу. Не будет, ну, не буду собирать. У меня есть более приоритетные цели на данный момент. Надо взять уровень, ЦМ-очку купить и найти еще 2 трентов. И надо жрицу срочно найти в 3 звезды. Смотрите, короче, я делаю как в этой катке. В этой катке я буду всего лишь 1 жрицу иметь. 1 жрицу в 3 звезды, я думаю, этого будет более чем достаточно.
Хм. Мне нужен шар бездны, чтобы защититься от магии сейчас. Но, в принципе, и от бус я не откажусь. Если придет, кстати, жрица, может, ее стоит поискать, выйти из инкама. И надо сейчас как-то грамотнее расстановку сделать. ЦМ-ка в 3 звезды у молодого. Под богами-жрецами. Прикольно. Я так понимаю, сегодня день нестандартных билдов. Короче, если хотите поиграть... О, кстати. Опа, сюда. Так, что у нас с этой артефакта? Хрень. Не хрень. Замечательная хрень. То, что нужно. Так, инсектоиды вижу. Вот и смотрите, сейчас я смогу его вынести или не смогу. Ну, тут антимаг, естественно, все это невозможно. Ну да, а как это мантии у тебя еще нет? Ну вот как бы вот и минус, почему как бы антимаг... Ну не стоит на этом билде играть, когда есть антимаг. Вот почему. Один антимаг только что всю мою сборку просто выпорол и высушил. Твари. Просто твари. Ненавижу антимага. Я не знаю, когда его понерфят. Я думаю, когда понерфят, у всех будет праздник. Еще одного трента надо найти. Так, отлично, жрица есть. На самом деле я яйцо не хочу тратить. Я, наверное, это яйцо потрачу на цветку. Я сделаю сейчас такую более-менее адекватную расстановку против этого антимага. Пусть у меня цветки будет справа, а все мои фигуры начнутся слева, чтобы у них было время закастовать свои способности. Так, цветка есть, отлично. Чуть-чуть. Если бы я только что яйцо изнул бы в инчу, я бы тут просто... Не знаю, я бы провалился сквозь землю. Вот, кстати, смотрите, сейчас Monkey King первого уровня будет вечно кастовать свою палку. Оп, 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 оп. Да просто вечный генератор палки. Если бы сейчас этот Monkey King не развернулся и в другую сторону не начал кастить... А, ну он походу откис. Но тем не менее, смотрите прикол. Прикиньте, если бы этот Monkey King был бы в 2 звезды, либо в 3 звезды с адекватными шмотками. Это же невозможно. А, так он вылетел. А ну сколько минус сейчас будет? Ну, минус 37 это как-то, ну, приятненько. Антимажик. Антимажик. Еще один, кстати, тренд. Ну, у меня только 2 тренда. Получается, мне нужно еще ждать. Получается, мне нужно еще подождать. А ну-ка, ребят, переведите, что он написал. Мне очень интересно услышать его точку зрения. Я думаю, он не в восторге от того, что он только что увидел. Но минус 37 получить на 23-м раунде, это прям то, что доктор прописал. А, ну все, это моя конечная. На 23-м раунде чел выкатил Monkey King в 3 звезды. 100% это было через гнездо Маморы, поэтому... ребят, смотрите, что будет сейчас со мной. Я надеюсь, что я, конечно, в топ-3 зайду и вам покажу этот билд, потому что это билд реально интересный. Для лоу-рангов и повеселиться, думаю, самое то. Может быть, как-то вы знаете... Давайте так. Если кто-то будет играть на этом билде, вы обязательно мне напишите в мой телеграм-канал, в чат комьюнити, либо же напишите в комментариях, как можно этот билд немножко по-другому провернуть. Поэтому, ребят, я жду от вас предложения. Не стесняемся, пишем. Пишем и еще раз пишем. Кто не будет писать, я на вас обижусь. Жестко обижусь. А ну-ка, сколько я тебе сейчас минуса нанесу? Чем дольше же ты живешь, тем хуже для тебя, молодой. Пау! Минус 26. Нормас. Я доволен. Сколько я уже бабла на этой инче поднял? Одну цветку, у меня будет цветочка 3-звездочная. Серьезно? А, вот где мой тренд находится. А я-то думаю, почему мне так сложно было этого тренда найти?
Из-за того, что там уже один чел собрал трехзвездочного трета, из-за этого трудно. Ну все, все, ребят, спасибо. Всем спасибо, всем пока. Чтобы вы понимали, это у него только 2 кунг-фу. И он мне минус 17 сейчас зарядил. И это я еще не спамил пеньков. Но я был очень близко к тому, чтобы наспамить 1000 пеньков. Мне хочется продать инчу. И попробовать паролить. Вот реально хочется. Ну, не знаю. Ну, честно, честно. Придет он пару раз ко мне, я вылечу. Даже в топ-3 не зайду. У одного бешеный антимаг, который, ну, даже в единицу будет мой билд выносить. Вот самый абсурд в том, что этот антимаг в единицу выносит мой стол. Не абсурдно ли это звучит? Я думаю, это жестко абсурдно звучит. Это настолько абсурдно звучит, насколько это только возможно. Именно поэтому меня антимаг харит. Ладно, еще есть Манки Кинг, который... Ему палку надо настакать там 3 раза. А ему же, ну... Короче. Так, зеркало я возьму. Зеркало я возьму, потому что я буду ее... Оп. Как бы мне этого не хотелось, но мне нужно усилить свой стол. Кстати, ну я все-таки ничего не могу купить. И вот так вот делаю. А еще мне надо парочку предметов сейчас скипнуть. Мне бы найти желательно... Плиту. Или мне надо обезоружь. Обезоружь нужен. Сейчас объясню, почему мне нужен обезоружь. Если кто-то думает, что это ошибка, нет, ребят, это не ошибка. Мне нужен этот обезоружь кровь из носа. Почему? Объясняю. Обезоружь даст возможность в течение 5 секунд настакать хоть тонну пеньков, короче, хоть как-то немножко мне выживать против этого Манки Кинга и против этого антимага. То есть мне просто это даст времени немного, поэтому я беру обезоружь. Чтобы выключить ему руку на ненадолгое количество, ну, на немногое количество времени, чтобы просто мне было как пожить. Мне нужно еще 2 трента. По идее, мой билд звучит... Ну, вот если так посмотреть на мой стол, то у меня билд максимально абсурдный. Вот реально. Вот напишите мне сейчас комменты, что... Ну, насколько выглядит мой билд. Выглядит абсурдно. Вот, кстати, смотрите сейчас. Ну ладно, не смотрите. Опа. Не, в этот билд нужна ЦМ-ка по-любому. ЦМ-ка нужна с волшебным зеркалом. Оу, минус 30. Ай-яй-яй. Яичко. Мне нужно это яйцо. Ну вот как такого антимага, ой, точнее антимага, как мне такого Манки Кинга сейчас выносить? Да никак. Все, вот ответ. Никак. Никоим образом я не смогу его вынести. Я, кстати, зеркало сейчас перекинул в другую цветку по той лишь причине, что таким образом у нее будет больше всего количества урона с руки. И обезоружь будешь кидаться на нее в первую очередь. А пока эта цветка будет настакивать себе ману для прыжка. Ну, плюс у нее предмет есть. Ну вот, кстати, тут есть у меня кто? Это инсектоид. Ну-ка, давайте посмотрим, что сейчас с ним будет. Боже, черт бы меня побрал это сделать. Я даже не обратил внимания, сколько я только что нанес своему противнику. Не, вряд ли мне 2 трента в 3 звезды спасут, но они просто много урона наносят. Поэтому да. Я ошибку сделал. Огромную ошибку сделал. Там еще и чел фуловое кунг-фу себе собрал. Под такого Манки Кинга он собрал себе фуловое кунг-фу. Если он проиграет эту катку, я буду дико орать. Ладно, не буду дико орать, я не хочу еще на улице оказаться.
Я дикую ошибку сделал, это продал инчу. Ну, это, короче, все утро. Все, я нашел отмазку, ребята. Я нашел отмазку. Это из-за того, что утро, на часах уже где-то почти 7 часов, где-то, ну да, в принципе, полчаса уже примерно прошло, плюс-минус. Поэтому на часах где-то 7 часов утра. Поэтому, ребят, это все утро, это недосып, это вот все. Короче, я нашел себе отмазку и оправдание своим вот этим вот косякам. Это все утро. Не удалось утро, не с той ноги встал. Все, отмазался. Не просто я дурак, понимаете? Иди в сраку, а? Фух, постой пока почилим. Постой, почиль, молодой. Остынь там, осознай свои действия, свою молодость. Он сейчас вдвое... А, у него там два... Ну да. Угу. Ну, как бы, да. Мгм. На самом деле мы остались вчетвером, и шансы, что я зайду в топ, ну, хотя бы в топ-3, небольшие, но есть. Я надеюсь, что топ-1 вынесет весь стол вражеский. Я спокойно зайду себе в топ-3. По крайней мере, я на это надеюсь. А там, как оно дальше будет, это уже одному лишь Богу известно. Не, на самом деле... Ну, короче, вы видите. Минус этого билда жесткий в том, что нету... Ну, вот Monkey King. Все. Все. Это единственный минус, который вот просто вот... Короче, вы поняли. Наслаждаемся просто контентом. Так, антимаг в 2 звезды. Угу. Вот еще одна заноза в заднице. Смотрите, сейчас взрыв. Раз взрыв. 2 взрыв. 3 взрыв. И он, естественно... Ну... Знаете, что самое обидное? То, что этот антимаг бьет не пеньков, а героев с маной. Тварь. Ничего себе там предметики. Вы видели его предметы? Охренеть. Ну ладно, если объективно так посудить, то я достойно держался. Я достойно держался до 30-го раунда. Сейчас меня быренько так... И все. Но быть объективно честным, мана в этом билде не хватает дико. Нужен 8 уровень для того, чтобы полноценно чувствовать себя как надо. Обязательно, скорее всего, нужен обезруш, чтобы не было каких-то вот этих вот манки-кингов, не было вот этих вот антимагов. И, наверное, все-таки стоит выкатывать этот билд намного раньше. То есть я этот билд, наверное, к 20-му раунду выкатил, но если этот билд выкатить где-то к 10-му плюс-минус раунду, плюс найти 2 цветки и уже иметь 2 фурионов 3 звезды, то, по идее, будет все неплохо. Так, барабан войны, отлично, мне оно необходимо как раз. Мне он необходим как раз. Аптечка, отлично. То, что доктор прописал. Боже, черт бы меня побрал удалить эту дебильную инчу. Сам дурак, виню инчу, понял? Давайте так. Напишите в комментариях, каковы шансы того, что я найду инчу перед тем, как вылечу. Я думаю, я найду инчу шансов 25% перед вылетом. Точнее, с шансом 25% перед тем, как вылечу. Знаете, что самое забавное вот в волшебном зеркале? Вот эти вот иллюзии, они прикольные. Но самое еще забавное то, что эти иллюзии имеют ману. Вот это вот прям дико кринжует. То, что они имеют ману. То есть для антимага это просто, ну, спасибо за вкусную булочку. У меня есть одна надежда, это то, что чел на кунг-фу вынесет этого эльфа быстренько. Точнее, не эльфа, а охотника. Я займу топ-2. Ну вот, как бы чпуньк, 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 чпуньк. Бдыщ. Минус 12. И 12 опыта, кстати, получил за аптечку. Прикольная аптечка, однако. И ничего нашел. Наныл.
На самом деле, я даже ей не рад. Ну, от этого толку уже нет особого. Поэтому, ну, есть, есть. Спасибо. Наверное, все-таки стоит поискать не ЦМ-ку. Даже в единицу ее поставить. Взять уровень и поставить ее в единицу. Как же у меня абсурдно стол выглядит. Зато топ-3. Ну ладно, даже если я вылечу, я хочу посмотреть на этот омега файт двух имб. Антимаг на охотниках и Манки Кинг через кунг-фу. В 3 звезды на 23-м раунде. Я подчеркну, на 23-м раунде. Ага. Расслабляем булочки и кайфуем, как говорится. Фух. Прыгай, прыгай на лицо. Еще на лицо. На лицо присядь ему. Присядь ему хорошенько на лицо и вынеси его. Просто ваншот. Шанс был. Небольшой, но он в действительности был этот шанс. Но это конечное. Короче, шанс в чем был? Ну да. Угу. Антимаг на охотниках вынес кунг-фу Манки Кинга в 3 звезды. Это интересное заявление. Ну, тут я вряд ли уже переживу какой-либо раунд. Я думаю, сейчас пожертвовать, наверное, одним трентом и поставить ЦМ-ку. Мало ли, хоть как-то там ману он нафармит. Черт его знает, может наспамлю каким-то образом. Не знаю. Сейчас узнаю. Так сказать, проверю эти чувства на себе. Чисто арканцы туда-сюда, не знаю, куда их закинуть, куда им лучше будет. Ну, короче, смотрим. Ребята, расслабляем булочки и наслаждаемся. Все, Манки Кинг пришел. Я же говорю, единственная моя надежда была, это то, что цветки прыгнут хорошенечко на лицо, и все, им будет, ну, каюк. Но нет. Там у одного маска 5-го тира, у второго маска 5-го тира, поэтому даже не мечтай. Этот еще и на кунг-фу. Для него мои пеньки это чисто заряд, ну, дыхание свежести, или как-то там, как это, блин, забыл, как эта реклама-то называется. Которая свежее дыхание там, какое-то такое. Ну все, ребят, наслаждаемся сейчас сборкой этих молодых. Итак, кунг-фу, полуорки, звери. Ага, интересненько. Интересненько. И охотник, антимаг. Ну и немножко горно. С обезоружием. Еще это, кстати, такая музычка у нее интересная играет на этом столе. Я надеюсь, хотя бы на нее авторские права не будут наложены. Собрал себе сейчас лун друидов 3 звезды. Ну сейчас будет. На самом деле, для того, чтобы охотник его выносил без единого шанса, ему нужно всего лишь одна вещь. Это мантия. Мантия короля, и все, он под охотниками будет взрывать все столы за 3 секунды. И БКБ желательно, конечно. Это чтобы так. На верочку. О, да. Да. Вот это сейчас будет битва века. Вот это будет битва века. На самом деле, вот так вот прикольно понаблюдать вот за такой темой в конце боя. А напишите, кстати, в комментариях, интересно, когда вот, допустим, если вылетаю в топ-3, чтобы я наблюдал за окончанием боя, то есть как он закончится. Чтобы я просто понимал для себя, стоит ли мне оставаться до конца катки и смотреть, как она закончится. Вот. В принципе, можно сейчас подключить максимальное комментирование, поэтому поехали. Так, этот молодой такой собрал себе сейчас кунг-фу, полуорков и зверей. У него плотное задание — найти себе МКБ. И желательно, на самом деле, ему найти Battle Fury, либо же найти БКБ, на самом деле. Ну, ему надо что-то на скорость атаки, конечно. Когда он соберет себе что-то на скорость атаки, то шансы у него возрастут на победу. Но посмотрим, посмотрим. Так, у него есть 2 взгляда Азеса. Это плохо. Это на самом деле плохо. Надеюсь, он найдет себе какой-то адекватный предмет. У этого молодого человека еще непонятно, что он тут такое собрал.
что у него выпало посмотреть, невозможно. Игра этого не позволяет сделать. Почему? Неизвестно. Что-то он, короче, только что выбрал, а мне не показалось. Так, угу. Так, обезруш. Что ты возьмешь? Что ты возьмешь? Ну-ка. Потом по тебе посмотрим. Так, здесь он взял предмет 4-го тира. Это кинжальчик. Окей. Я надеюсь, у него хватит мозгов для того, чтобы найти мантию короля. Не хватит у него мозгов, то он будет максимальным... как это культурно сказать-то? Не знаю, короче, как это назвать, как это сказать. Сейчас, короче, посмотрим. Так, наблюдаем за этой омега-техникой антимага. Так, он переставил себе Манки Кинга к антимагу поближе. Молодец, красава. Сейчас будешь бить Горн всю свою жизнь. Этот взорвет вот так вот. Отлично. Погнал, 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 погнал. Не, это, кстати, сейчас неплохой предмет у него упал. Но Манки Кингу абсолютно плевать на то, что его только что чуть не загасили. Он с бессмертием вынес спокойно этого антимага. Кто-то сомневался? Кто ставил ставки на кого? Я, короче, ставлю ставку на антимага. Что-то антимаг как-то более увереннее кажется, если на самом деле он еще и хороший предмет сейчас найдет. Например, мантию. Я надеюсь, он догадается и найдет все-таки мантию. Как только он найдет мантию, все будет замечательно. И я надеюсь, что этот молодой человек на Манки Кинге не протупит. Сейчас на самом деле игра состоит из одной ошибки всего лишь. Тот, кто ошибся, тот станет ошибкой. Тот уйдет куда-то в прошлое. Я пока что верю в антимага. Я верю в антимага не, чисто из-за того, что мне этот чел на Манки Кинге вынес и испортил мне всю игру. Я молчу уже за антимага, но этот чел мне больше испортил всю игру. Он со своей палкой просто, нанес мне сколько там, минус 20 или минус 30. По-моему, тут конечная сейчас будет для антимага. Или нет? Или нет? Так, обезоружен на двоих, но у него есть два помощника, они настреливают, у него есть кираса. Зачем? Боже, антимаг такой идиот. Вы меня, конечно, извините, что я так говорю про него, но он реально идиот. Он вместо того, чтобы найти предмет 4-го тира и найти себе мантию короля, он себе нашел кирасу. Серьезно? Голова забита опилками. Но я надеюсь, что антимаг его все-таки вынес. Это просто... Это абсурд. Зачем ты нашел себе кирасу? Ты неадекват или адекват? Или неадекват? Непонятно, но очень интересно. Ну ладно. Это уже слишком много оскорблений сейчас полетит в его сторону. Интересно, Манки Кинг догадается переставить свою макаку поближе как-то, чтобы макака била сразу вот эту вот всю толпу своей палкой? Или он там так и останется чилить? Этот вообще чел пользуется авторасстановкой. Ему максимально плевать, как он там расставит свои фигуры. Ну, судя по всему, Манки Кингу плевать. Он настолько уверен в своей победе, что он даже не досуживается как-то стол немножечко переставить. Забавный типочек. Ну, а сейчас Серьезно? Без лишних слов. Без лишних слов. Так сказать, рандом ему помог, но играть он не научился. Скажем так, он выучил одну имбу, а вот как ей пользоваться не научился. Это знаете, как есть такая заветная фраза. Что-то не так. Не так. Стопэ. Ну, это из другой игры, конечно, но... Короче, давайте я перефразирую немножко. Купил какой-то предмет, но пользоваться им не научился за множество лет. Вот так же с этим человеком, который играл на Манки Кинге. Он себе сделал зачем-то полуорков. Это как бы
как бы как контроль, там что-то такое, ну, вроде бы как интересно смотрится. Но, как по мне, ему нужно было что-то другое сделать. Ну, на самом деле, тот же самый Горн бы ему очень жестко помог. Хотя, вряд ли. Ну, короче, на самом деле он просто не понял, как Манки Кинга ему нужно поставить и тому подобное. Он даже не удосужился его поменять местами. Даже не удосужился поменять его местами. За антимага я вообще молчу. Чел искал предмет 5-го тира. Я понимаю, что он хотел, наверное, найти Аганим. Но он бы нашел мантию и выносил бы без единого шанса еще быстрее его. У меня есть 1001 вопрос, на которые ответы я не получу. На которые я ответы не получу. Буква Ю. Все вы знаете продолжение этой буквы Ю. Ладно. Что я конкретно хочу вот сказать по своему билду. Это необычный билд, это интересно, работать будет только на лоу-рангах, и то только против тех людей, которые не знают, что такое Манки Кинг, что такое Мамора и что такое антимаг. Если против вас будет антимаг, который будет закидывать себе мом, либо же маска берсерка, которая будет затыкать этого персонажа, то, в принципе, вообще плевать. Этот билд будет работать. Это, в принципе, реально необычно, это просто прикольно. Это просто фан. Фан-билд. Китайская сборка, фан-билд. Но пока есть Манки Кинг, пока его есть как обузить через Мамору, пока вам будет он, когда против вас будет этот противник с Манки Кингом в 3 звезды на 23-м раунде, то сушите весла. Да даже не в 3 звезды, а в 2 звезды уже достаточно для того, чтобы создать вам кучу проблем. Я уже молчу за антимага. Антимаг это, ну, свять, 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 свять. И Манки Кинг, свять, 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 свять. Ну, у вас в баню двоих. Просто одному не могут поставить КД за полгода. Ну, сколько там этот уже антимаг? За 3 месяца не могут поставить КД. А Мору выпустили вообще самые имбалансные реликвии, которые только всевозможные. На 23-м раунде получить Манки Кинга в 3 звезды. Во! Лайк. Жирный лайк. Ну, в принципе, ладно. На самом деле, фан-билд. Прикольно, интересненько. Спасибо подписчику, что он его мне вчера продемонстрировал и подтолкнул записать такой ролик. Что думаете вы по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. А также я хочу вам напомнить, ребят, максимальное количество лайков прожимаем под роликом, потому что мне нужна ваша поддержка. Из-за ваших лайков и комментариев мой ролик продвигается в тренды, в рекомендации, и зрителей становится больше, и аудитория, соответственно, больше, и на стримах становится намного интереснее, когда мы создаем лобби с подписчиками. Поэтому, ребят, всем огромное спасибо. Не забываем подписаться на мой YouTube и Telegram. Telegram закреплен в комментариях. Всем удачи!